Слышали, что чай из бархатцев полезен для зрения, что он очищает глаза и защищает от катаракты? На деле это один из самых популярных фейков. Чай из бархатцев не лечит глаза. Более того, он может навредить. А вот сами бархатцы действительно способны защищать зрение, если использовать их правильно. Разберемся, как именно. Почему чай из бархатцев не лечит? Когда лепестки бархатцев заливают кипятком, происходит простая химия. В воду переходят не полезные вещества, а в основном природные соединения, которыми растение защищается от насекомых, сапонины и алкалоиды. Но для человека в больших количествах они раздражают желудок, а при регулярном употреблении могут вызывать проблемы с нервной системой. Лютеин и зеаксантин – те самые пигменты, ради которых вообще интересуются бархатцами, в воду не переходят. Они жирорастворимы, а значит, чай просто не работает. Итог. Максимум вреда, минимум пользы. Что на самом деле делают бархатцы полезными? Ценность бархатцев в каротиноидах. Среди сотен каротиноидов только 2 действительно накапливаются в глазу – лютеин и зеаксантин. Они поглощают синий и ультрафиолетовый свет, тот, что разрушает сетчатку и хрусталик, особенно под действием солнца и экранов. В центре глаза, в области макулы, их концентрация в 1000 раз выше, чем во всем организме. Макула – это желтое пятно, место, где формируется острота зрения. И именно лютеин придает ей тот самый желтый цвет. Когда этих веществ не хватает, макула деградирует, зрение мутнеет, а риск катаракты и глаукомы растет. Сколько нужно лютеина и зеаксантина? Здоровому человеку достаточно 5-10 мг лютеина и 2 мг зеаксантина в день. Тем, у кого уже есть проблемы со зрением, диабет или высокий уровень сахара, 15-20 мг лютеина и 3-4 мг зеаксантина. Эти вещества расходуются в глазах постоянно, поэтому важно получать их ежедневно с пищей. Как выбрать правильные бархатцы? Главное правило – чем темнее цвет, тем больше пользы. Научные исследования показывают в темно-оранжевых и коричневатых бархатцах лютеина в 3 раза больше, чем в светло-желтых. Желтые сорта почти бесполезны. В 1 грамме сухих лепестков темного цвета содержится около 6-8 мг лютеина и до 0,4 мг зеаксантина. Для лечебного эффекта нужно 5-6 граммов сухих лепестков в день, если зрение уже нарушено, и 1-3 грамма для профилактики. Почему важно не переусердствовать? Бархатцы – это не просто лечебное растение. В них много алкалоидов и сапонинов, и безопасная доза строго ограничена. Поэтому употреблять десятки граммов в день нельзя. Тем более в виде чая, где концентрируются именно эти вещества. Но есть способ убрать вред и сохранить пользу. Как правильно готовить бархатцы? Первый шаг – удалить сапонины и алкалоиды. Просто быстро ошпарьте лепестки на 1-2 минуты кипятком и сразу слейте воду. Эти соединения растворяются в воде, а лютеин и зеаксантин нет. Они останутся в лепестках. Второй шаг – добавить жир. Лютеин и зеаксантин усваиваются только вместе с жирами. Идеальный вариант – измельчить ошпаренные лепестки и добавить их в овощное рагу, рыбу, мясо или смузи с маслом. Можно смешать с морковным смузи, авокадо, орехами, любым источником растительного жира. Важно! Не добавляйте бархатцы в кислые блюда. Кислая среда разрушает лютеин. Почему одни бархатцы – не решение? В бархатцах почти нет зеаксантина, и для защиты зрения его нужно получать дополнительно. Лучшие дополнительные источники – спирулина и ягоды красного годжи. 3 грамма спирулины в день – приблизительно 3 мг зеаксантина, около 3/4 дневной нормы. Безопасная доза для взрослых, а детям спирулина категорически запрещена. Ягоды годжи – безопасная альтернатива. В 1 грамм сухих ягод приблизительно 1 мг зеаксантина. Можно употреблять от 2 до 5 граммов в день.
Самый эффективный способ – взбить с теплым обезжиренным молоком 80 градусов Цельсия. Молочный казеин улучшает усвоение. Для тех, кто не употребляет молоко, можно в пищу с жиром или просто тщательно разжевывать их с орехами. Подведем итог. Бархатцы – действительно полезное растение, но только при правильном применении. Чай из них – вредный миф. Пользу приносят сами лепестки после короткого ошпаривания. Тогда сохраняются и лютеин, и зеаксантин. Эти вещества не переходят в воду и усваиваются только вместе с жирами. Темно-оранжевые лепестки – лучший выбор. А для полного эффекта зрению нужны не только бархатцы, но и спирулина или годжи. Спасибо за просмотр. Ваша поддержка помогает мифам исчезать. Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто все еще заваривает чай из бархатцев. Пусть мифов в питании станет меньше, а здоровья больше.